Все нагрузки, которые воздействуют на крышу, через кровлю и подкровельную конструкцию передаются на стропильную систему. Стропильная система, в свою очередь, передает эти нагрузки на стены сруба. Основным элементом стропильной системы являются стропильные ноги или же стропила, потому что именно они с помощью других элементов обеспечивают необходимую прочность и жесткость крыши. Поэтому правильный выбор материала для изготовления стропил очень важен. В данном ролике я покажу принцип расчета несложной стропильной системы двухскатной крыши сруба. Несколько лет назад программист Андрей Мутовкин на основании алгоритма, который будет представлен в этом ролике, разработал программу расчета стропильной системы. Скачать эту программу можно по ссылке в описании к видео. Ну а для тех, кто хочет разобраться в данном вопросе досконально, продолжу. Для определения нагрузок и воздействий, которые действуют на крышу, я использую строительные нормы и правила 2.01.07-85, которые называются «Нагрузки и воздействия», или же свод правил СП 20 13330-2011, который называется также «Нагрузки и воздействия» и является актуализированной редакцией СНИПа. Предварительные исходные данные для расчета следующие. Местоположение нашего строения – город Иваново, Российская Федерация. Вид кровли – шифер. Длина пролета – 6 метров. Высота стропильной фермы – 3 метра. Шаг стропильной системы – 1 метр. Рабочий участок стропильной ноги максимальной длины – 2 метра 80 сантиметров. Для расчетов нам понадобится определить угол уклона кровли. В исходных данных задано, что длина пролета равняется 6 метрам. На чертеже это 2L. Половина длины пролета будет равна 3 метрам. На чертеже это L. Высота стропильной фермы 3 метра. На чертеже это H. Для того, чтобы быстро определить угол альфа, я подготовил табличку, в которой в левом столбце результаты деления H на L, а в правом соответствующие им значения угла уклона крыши альфа. Для нашего случая результат деления h на l равняется единице, а значит угол уклона крыши альфа будет 45 градусов. Запишем это значение в исходные данные, которые будем дополнять по мере предварительных расчетов. На крышу, а значит и на стропильную систему, действуют следующие нагрузки. Снеговые нагрузки – это самые значительные по величине нагрузки. Ветровые нагрузки. Вес кровли. Вес чернового настила в случае его наличия и обрешетки. Вес утеплителя в случае утепленной мансарды. Вес самой стропильной системы. Снеговая нагрузка – это самая значительная из нагрузок, воздействующих на крышу. Она устанавливается для каждого региона на основании среднестатистических данных за длительный, в несколько десятилетий, промежуток времени. Очевидно, что давление снега на крышу зависит от угла уклона крыши. Поэтому снеговая нагрузка рассчитывается по формуле. S равняется μ умножить на S с индексом G. В этой формуле S – искомая величина снеговой нагрузки, выражается в килограммах на метр квадратный. μ – безразмерный коэффициент, зависящий от уклона крыши. SG – нормативная снеговая нагрузка, которая также выражается в килограммах на метр квадратный. Коэффициент μ определяется следующим образом. Если угол уклона крыши альфа меньше или равен 30 градусам, коэффициент μ равен единице. Если угол уклона крыши альфа больше или равен 60 градусам, то коэффициент μ равен нулю. Если угол уклона альфа больше 30 градусов, но меньше 60, то коэффициент μ вычисляем по формуле. μ равняется 0,33 умножить на 60 минус альфа.
В нашем случае коэффициент μ равен 0,495. Для того, чтобы установить нормативную величину снеговой нагрузки SG, нам нужно определить, к какому снеговому району относится город Иваново. В этом нам поможет карта 1 приложения Ж свода правил или карта 1 приложения 5 СНИПа. По карте находим, что Иваново относится к 4-му снеговому району. Если вы проживаете не в России, а в какой-либо другой стране бывшего Советского Союза, то принадлежность к снеговому району можно определить по старой редакции карты 1 приложения 5 СНИПа 2.01.07-85. Величины нормативной снеговой нагрузки в зависимости от снегового района показаны на экране. Для нашего случая, то есть для 4-го снегового района, нормативная снеговая нагрузка составит 240 кг на метр квадратный. Тогда суммарная снеговая нагрузка будет равняться 120 кг на метр квадратный. Запишем эту величину в исходные данные. Нормативная или же общая ветровая нагрузка состоит из двух видов ветровых нагрузок. WM – это средняя ветровая нагрузка, WP – это пульсационная ветровая нагрузка. Пульсационная нагрузка пропорциональна средней. И для того, чтобы не ломать голову над сложными формулами, возьмем максимально возможный коэффициент, и тогда пульсационная ветровая нагрузка будет равняться средней ветровой нагрузке, умноженной на 1,7. Тогда общая ветровая нагрузка будет равняться увеличенной в 2,7 раза средней ветровой нагрузки. Определим среднюю ветровую нагрузку. Средняя ветровая нагрузка равняется произведению нормативного значения ветрового давления W0, коэффициента, учитывающего изменение ветрового давления по высоте Kz и аэродинамического коэффициента C. Для нашего здания Kz будет равняться единице, а C будет равняться 0,8. Нормативное значение ветрового давления зависит от того, в каком ветровом районе мы находимся. Определить ветровой район для города Иваново нам поможет карта 3 приложения Ж свода правил или же карта 3 приложения 5 СНИПа. По карте определили, что Иваново относится к ветровому району с индексом 1. Из таблицы, которая приводится в своде правил и в СНИПе, определяем, что ветровому району с индексом 1 соответствует нормативное значение ветрового давления в 23 кг на метр квадратный. Тогда, с учетом коэффициентов Kz и C, средняя ветровая нагрузка будет равняться 18,4 кг на метр квадратный. И нормативное, то есть суммарное значение ветровой нагрузки составит 50 кг на метр квадратный. Заносим это значение в исходные данные. Говоря о ветровых нагрузках, необходимо отметить следующее. Если угол уклона крыши больше 30 градусов, то ветер такую крышу стремится опрокинуть. Если угол уклона крыши меньше 30 градусов, то ветер такую крышу стремится приподнять. Поэтому очень важно хорошенько крепить стропила к опорному основанию. Следующая нагрузка – это вес кровли. На экране показан вес 1 квадратного метра различных видов кровли. Так как в нашем случае шифер, то вес 1 квадратного метра будет равняться 15 кг. При подсчете нагрузок нужно учитывать также вес самой стропильной системы. Так как чернового настила у нас нет,
то вес элементов стропильной системы составит 30 кг на 1 квадратный метр крыши. А теперь мы можем подсчитать суммарную нагрузку, которая действует на 1 квадратный метр крыши. Она представляет собой сумму всех нагрузок, которые мы нашли. То есть суммарная нагрузка равна сумме снеговой нагрузки, ветровой нагрузки, веса кровли и веса элементов стропильной системы. Подставляя все найденные данные в формулу, мы получим, что суммарная нагрузка, действующая на 1 квадратный метр крыши, равна 215 кг. Эта величина и является основанием для расчета стропильных ног. Так как стропила будут делаться из хвойных пород древесины, в частности из сосны, то при выборе материала руководствуемся таблицей стандартных размеров пиломатериалов, которая определяется ГОСТом 24454-80 пиломатериалы хвойных пород, размеры. В результате предыдущих вычислений мы нашли нагрузку на 1 квадратный метр крыши. Сейчас найдем распределенную нагрузку на 1 погонный метр каждой стропильной ноги. Для этого нам понадобится величина расстояний между стропилами, которая называется шаг стропил. В нашем случае шаг стропил равняется 1 метру. Распределенная нагрузка на погонный метр каждой стропильной ноги – это произведение А – расстояние между стропилами и Q – суммарной нагрузки, действующей на квадратный метр крыши. В нашем случае распределенная нагрузка равняется 215 кг на погонный метр. Еще одна величина, которая нам понадобится для расчетов, это участок стропильной ноги максимальной длины. То есть участок, свободный от стоек, ригелей и других укрепляющих элементов стропильной системы. В нашем случае такой участок равен 2 метрам 80 сантиметрам. Для расчета сечения стропильной ноги применяем следующие формулы. H больше равно 8,6 умножить на L максимальное умножить на корень квадратный из QR, поделенного на B и на R изгиба. Если уклон крыши альфа меньше 30 градусов. Если уклон крыши альфа больше 30 градусов, то коэффициент 8,6 меняется на коэффициент 9,5. В этих формулах H – высота сечения в сантиметрах, то есть ширина доски. L максимальная – это рабочий участок стропильной ноги максимальной длины в метрах. QR – распределенная нагрузка на погонный метр стропильной ноги, килограмм на метр. B – ширина сечения в сантиметрах. R изгиба – сопротивление древесины на изгиб, килограмм на сантиметр квадратный. Для наших расчетов мы будем брать среднее значение 130 кг на сантиметр квадратный. И скёрт – это квадратный корень. После того, как по одной из предыдущих формул мы нашли высоту сечения, то есть ширину доски, нужно проверить, укладывается ли величина прогиба доски с таким сечением в норматив при заданной величине нагрузки. Формула показана на экране, и в ней, я надеюсь, все понятно. Ну а теперь подставим наши данные и посчитаем. Задаем толщину доски B 5 см и определим минимальную высоту сечения, то есть ширину доски. Учитывая то, что уклон крыши равен 45 градусов, что больше 30 градусов, то применяем вторую формулу. После вычислений получаем, что минимальная ширина доски равняется 15,29 см. По таблице сечения досок выбираем ближайшую большую ширину, которая составит 17,5 см. Далее проверяем, укладывается ли величина прогиба в норматив. Подставляя данные, получаем значение 0,55, что меньше единицы. Так как условие выполняется, значит сечение доски 5 на 17,5 см подходит для изготовления стропильных ног крыши с заданными исходными данными.
В заключение хочу показать еще один вариант стропильной системы. Если к низу стоек и стропильных ног прибить внахлёст доску сечением 50 на 100 мм, то внизу стропильной ноги получится жесткий треугольник. Всю длину стропильной ноги можно разбить на 3 участка. В этом случае рабочий участок максимальной длины равен 1 метру 80 сантиметрам. Подставляем это значение в формулы и получаем, что при такой конструкции вполне достаточно сечения стропильной ноги 50 на 100 мм. На этом расчет окончен. Для изготовления ригелей и стоек можно брать материал такого же сечения, как и для стропильных ног, а для изготовления кобылок чуть меньшего сечения. На этом на сегодня все. Удачи вам и успехов!